За пределы станицы мы выбираемся редко, потому что все, что нужно для жизни, есть в Динской. Но случилось неожиданное. В начале года я получил уведомление о том, что мое ИП прикреплено к межрайонной ИФНС номер 14 в городе Усть-Лабинск. Да-да, вы не ослышались, именно в Усть-Лабинске. Закрыть свое ИП я собирался еще до переезда, поэтому решил, что время пришло и нужно ехать. Заодно посмотрю, что за город такой Усть-Лабинск. Путь дорога лежит в Усть-Лабу. Куда еду я, не пойму. Закрывать свое ИП. Великое дело закрывать. На поклон к налоговой. Инспектор. Здравствуйте. Я. Да. Посымаю. Давай. Давай камеру. От Динской до Усть-Лабинска 36 километров, а от Краснодара 59. Дорога на машине заняла у нас примерно 30 минут. И пока мы едем по городу, давайте я расскажу вам несколько интересных фактов из его истории. Город получил название Усть-Лабинск благодаря своему географическому расположению. Давайте посмотрим на карте. Здесь протекает река Кубань, самая большая в Краснодарском крае. Вот ее левый приток, река Лаба. А вот город Усть-Лабинск, прямо напротив устья реки Лабы. История города связана с именем великого полководца Александра Васильевича Суворова, который в конце 1777 года, будучи в чине генерал-поручика, получил назначение командовать Кубанским корпусом. По приезду на Кубань и ознакомившись с обстановкой, Суворов в марте 1778 года принял решение построить крепость и назвать ее Усть-Лабой. А через 16 лет переселенные с Дона казаки основали здесь станицу. В 1958 году станица получила статус города. Сейчас численность его населения составляет примерно 40 тысяч человек. Через 600 метров на светофоре поверните направо. Первое впечатление от города очень спокойное. По архитектуре чувствуется, что раньше это была казачья станица. Лёка кафе. Лёка? Лёка кафе. Направо же, да? Ага. Поверните направо. Через 200 метров поверните налево. О, смотри, ничего себе, какой спуск. До конца маршрута осталось 50 метров. Ну вот уже, да, вон он. Так. Сейчас сзади никто нас там не подпер, может быть-ка, я думаю... Никого. Ну вот приехал я в Федеральную налоговую службу сдавать, значит, документы о закрытии ИП. А в окошке говорят: идите в МФЦ. Хотя в госуслугах написано, ну, типа, на заявление о закрытии сам ставишь подпись на заявлении в присутствии, значит, сотрудника инспекции.
Зачем тогда это все? Неприятно слышать, когда говорят, что ты пришел не по адресу. Но приятно, что нужный мне адрес находится рядом. В этом большой плюс маленьких городов. Усть-Лабинск в этом плане не исключение. 14-я налоговая и МФЦ расположены в центре города. Буквально в 120 метрах друг от друга. Поэтому уже через считанные минуты я с надеждой на лучшее сдавал документы другому специалисту. Но радость моя, как оказалось, была недолгой. В налоговую меня отправили в МФЦ. В МФЦ посмотрели. А вы, говорит, где открывали ИП? Я говорю, Московской области. А мы, говорит, можем принимать, говорит, документы о закрытии ИП только, говорит, те, которые открывались в Краснодарском крае. Это вам нужно, говорит, обратно в налоговую. Ну вот, тебе и здрасте. Идем обратно. Пока Усть-Лабинск не радует результатом, но радует компактностью и вежливыми госслужащими. Сотрудница-консультант сейчас, она говорит, что, возможно, говорит, просто ваши данные еще, говорит, не мигрировали, так сказать. Хотя письмо-то уже прислали, понимаешь? О том, что я в ПФР должен заплатить. Позвонила, говорит, ну вот, говорит, мне прям вот старший инспектор говорит, вам должны, говорит, у вас принять, говорит, документы вот здесь, в нашем МФЦ. Почему, говорит, то есть, это, говорит, неправда, что они, принимают только АТПшников, которые открылись в Краснодарском крае. Они, по идее, если сюда, то есть данные передали, значит, здесь и надо закрывать. Я говорю, что, туда идти еще раз? Она говорит, да, сходите. Забегая вперед, скажу, что и повторный мой поход в МФЦ тоже оказался безрезультатным. И в конечном итоге выяснилось, что заявление о закрытии ИП мне нужно подавать в Краснодаре. А на вопрос, почему же я получил уведомление от Усть-Лабинской налоговой, ответ звучит примерно так. В настоящий момент происходит миграция данных после смены места жительства. Вот такой сумбурной получилась поездка в Усть-Лабинск. Хотя почему сумбурной? Ситуация с документами прояснилась, и я познакомился с новым местом в Краснодарском крае. Тихий, уютный, компактный городок. Очень впечатлил красивейший храм преподобного Сергия Радонежского. Да ничего, все решим. Главное, живо-здорово. Да. Все остальное суета. Исторически город делится на две части. Низ, ранее казачья станица, и верх, Форштадт, в переводе с немецкого «пригород». Эта часть города заселялась приезжими. Есть в Усть-Лабинске свои черемушки, это микрорайон Хрущевок. Есть виноградники, район частной жилой застройки на территории бывших виноградников. И Поле чудес, район частной застройки на северо-востоке города. За переездом расположен район с экзотическим названием Шанхай. Улица Демьяна Бедного. Состояние дорог в Усть-Лабинске по пятибалльной системе я бы оценил на слабую 4. Поездка получилась эмоциональной. Уже очень хочется домой и поделиться с Олей впечатлениями. В Усть-Лабинске все больше напоминает такую деревенскую атмосферу и инфраструктуру. А центральная улица какая? Динской красивее, да? Ну, конечно, Динской красивее. Да, это даже, честно говоря, в сравнении никакой не идет. Я думаю, зато там цены подешевле, наверное, будут на недвижимость по сравнению с Динской. Предприятие Агрохолдинг Кубань.
И птицефабрика, кстати, агрокомплекс там. В общем, она по красоте, видимо, тебя не впечатлила, а в целом, вот я читаю просто по сведениям. Ну, то есть, есть где работать, предприятия, где учиться, то есть инфраструктура, по идее, должна быть вся в норме. Ну, по красоте, мне кажется, сейчас далеко не каждая станица может показать Кроме себя. Динской. Ну, кроме, понятно, Динской, но... Динская все-таки хороша. Ну, она, ну да, она и Круглый зимой, год. конечно, да, хороша, Всегда Динская, ничего не хороша. скажешь. Центр, ну центр я имею в виду, да. Да. А летом все станички Тоже одна красивые. краше другой. Все зеленые, И весной во время усыпанные, цветения. да, деревьями, цветами, в общем. Любо-дорого.